Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня будем разбирать такой обработчик событий, как менеджер контекста WizS. Что он такое? Сейчас объясню. Напишу пример базовый. К примеру, мы хотим открыть файлик тест, то есть txt. И записать в него какой-нибудь текст. К примеру, мы вот открываем, по умолчанию открывается как чтение, поэтому мы передаем сюда оператор VT, как типа писать в текстовом режиме. Передадим сюда, ну и в принципе да, все, хватит. Потом мы, к примеру, сюда пишем write какой-то тест текст и все. И в принципе можем на этом программку свою закончить. Сейчас я открою терминал, нажму выполнить. Как видите, у нас программка выполнилась успешно, и текст записался. При этом я не написал закрытие файла. Конечно, оно не обязательно, но желательно вот так закрывать явно файлик, как вы помните, иначе могут возникать всякие какие-то непредвиденные ошибки. Что делает вот менеджер WizS? Чтобы понимать, что он делает, нужно понять, что open, к примеру, возвращает нам объект файла, который ссылается на файл, объект, который ссылается на файл. И у него есть специальные методы, вот, например, write, close. Также у него, можно сказать, есть, грубо говоря, такие скрытые методы, как, к примеру, exit. Вот такие скрытые методы есть. Вот менеджер WizS, он всегда, даже если вот код выполнился успешно или код выполнился с ошибкой, он закроет у этого объекта метод access, который, грубо говоря, нужен как, ну это типа как деструктор, вот, если, может быть, слышали такое понятие. Вот он его закроет успешно. Вот менеджер WizS это, грубо говоря, упрощенный аналог конструктора try-except с type error, вот таким вот выражением. Грубо говоря, если мы вот откроем файлик, здесь type error except, то это будет, ну, практически вот такая же конструкция. И причем, если мы еще напишем в финале, к примеру, вот мы вот написали так, то здесь мы, к примеру, открываем файл phi равен, если что-то случается, мы что-то делаем, какое-то, сейчас напишу do something, do, а здесь мы закрываем. Вот здесь в любом случае выполняется конструкция в финале, она закрывает. Вот WizS нужен примерно для того, чтобы всегда закрывать, к примеру, файл или какие-то другие вещи, смотря что делать будем. А оператор S, он как бы выполнение, ну, указатель, это как импорт. Там, к примеру, from, import S. Вот пример то же самое. Это как вот, грубо говоря, будет ссылочка вот на вот эту конструкцию выполняемую. WizS, он очень распространенный, вы очень часто будете в программах встречать эту конструкцию WizS. Также WizS может быть вот таким. Даже вы можете вот такую встретить конструкцию через запятую. К примеру, тут open, к примеру, test txt, тот же файл, к примеру, откроем. Ну, грубо говоря, открываем, но неважно, там можно другой файл, к примеру, на чтение. myfile2. Даже вот так можно записать. Это будет аналогом вложенного WizS. Как будто бы мы написали вот так вот. Это будет его аналогом, только вот здесь вот так. Даже такие бывают конструкции. Значит, запомните, WizS это для того, что, ну, упрощенная конструкция, в общем-то, для понимания try-except. Вот на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.